белорусская автоклассика. А это наш каршеринг. Теперь смотрите, белорусский трафик, четверг утро. Ой-ой-ой, что? Вот так навигатор так показывает. Я заехал на стенд бензовоза. Что за дела? Да ладно. Подожди, а это тогда зачем? Ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас в Беларуси, и сегодня посмотрим, сколько стоит в 2025 году в Минске, столице страны, где мы сейчас находимся, овощи, фрукты, айфоны, автомобили Geely, которые здесь производятся, а также все другое разное интересное, что встретится нам на пути. Многие из вас спросят, откуда идея выпуска про цены в Минске? Ответ очень простой. Наряду с Сочи, Калининградом, Питером, Москва, Нижний, Тюмень, Екатеринбург и некоторые другие города, Минск — это отличный вариант, чтобы приехать погулять сюда на выходные. Москва, Питер, прямой рейс до Минска 5-10 тысяч рублей. Из Москвы также ходят ласточки и ночные поезда, но многие, прям огромное количество людей, ну сейчас не показательно, обычно вот прям куча машин с российскими номерами предпочитают приезжать сюда на тачке. 6-7 часов отличной дороги, ну условно опять же из той же Москвы, и вы в Минске. Пункт номер 2, и то, с чего мы прежде всего начнем, это жилье. Приехали в Минск, надо куда-то заселиться. Отели есть разные, прямо вот там вот за нами. Китайский отель Пекин. Не реклама, просто вот один из самых, ну если не самый топовый отель Беларуси. Выглядит вот так. Средняя стоимость номера — белорусская автоклассика. Европа 15-20-летней давности. И если вам нужно BMW в отличном состоянии, что-то старенькое, Беларусь — идеальное место, чтобы здесь подобрать такую машину. Так, вернемся к отелям. Отель Пекин. Стоимость в сутки 522 белорусских рубля. Курс вот такой вот. Но мы вчера вот считали, в кафе ходили, банк считает по 30-30,5. Так что будем считать где-то по 30 с копейками. Есть отели тоже неплохие и сильно дешевле, за 12, за 10 и даже за 7 тысяч рублей. Но сейчас мы с вами едем в отель, который стоит 2154 рубля. В Беларуси можно отдохнуть недорого и довольно качественно. А это наш каршеринг. Не брендированный. Даже рамка не брендирована. Пруф. Открываю авто. Регистрация по российскому номеру, российские права, все работает. Рекламировать не будем, название, думаю, кто хочет, тот найдет. Поехали! Отель за 2154 рубля. Пункт номер 1. Погнали! Крайслер 5 круиз. Посмотри, вот о чем я говорил. Беларусь — идеальное место, чтобы купить старую классную тачку. Все прям классику такую, true тачку в хорошем состоянии. Бэха трешечка едет. О чем я и говорю. Ехать 5 минут. 5 минут. В Беларуси открываешь карту, выстраиваешь любой маршрут, такой думаешь, так, сейчас, значит, куда-то поеду. 5 минут. 7 минут, 10 минут, вот такие примерно. Теперь смотрите, белорусский трафик, четверг утро. На большинстве дорог дела обстоят примерно вот так. Первая заправка 95-й 2,44, 92-й 2,34, дизельное топливо 2,44. Довольно удобно, 10 копеек разница всего. Ой-ой-ой, что? Вот так навигатор так показывает. Я заехал на стенд бензовоза. Мы заезжаем к отелю через заправку Лукойла, почему-то навигатор так показал. Завершаю проезд. 67 белорусских рублей мы накатали. Это что, 2 с лишним тысячи рублей? Да это дешево. Мы все утро катались на Tesla Model 3 без обклейки, потому что без обклейки машина всегда стоит дороже. Так, закрываю. Ок. Что? О, меню. Картофель фри 8 рублей. Холодные закуски. Овощи 15 рублей. Ну, что-то не дешево. Мы забронировали стандартный одноместный номер, на картинке выглядит вот так. Но тебе вчера сказали, Сереж засмеялся, чтобы не палиться, что номер четырехместный. И добавили, но там никого не будет. Чего? Мы вообще просили стандартное одноместное. Что за дела? Да ладно. За 2154 рубля? Смотри, как тут классно. Так мало того, что вот это, так еще и вот это. Смотри, вид из окна, стеклопакет, тишина. Сорян, что мы в обуви ходим сейчас. Ну, подошва чистая. Это же Беларусь. Гиппо супермаркет. За едой можно сходить. Смотри, сколько шкафов. Ты видел когда-нибудь столько шкафов в отельном номере?
4 шкафа. Ванная комната чистенькая. Раковина, правда, что-то совсем какая-то крошечная. Зато есть полотенчик, запасной рулон туалетной бумаги, мыло, шампуни. Однако Беларусь и Минск в частности известны своими роскошными квартирами в аренду. И специально для вас мы забронировали одну такую. Она стоит 6200 рублей. И у нее вот такое описание. Огромная трехкомнатная квартира в суперцентре. Погнали. Так, вызываем такси. Ехать 14 минут. У нас есть эконом 8,4 рубля, комфорт 9,8, комфорт плюс 11,2 и бизнес 16,9. Эконом возьмем, прям самый-самый. Да, посмотрим, что приедет. К нам едет в классе эконом Баик U5+. Это для эконома какая-то крутая машина. Нифига себе эконом. Извините, можно вопрос? А это у вас только эконом? Это комфорт плюс. Вот. А мы-то эконом заказали. В принципе мало или сегодня, сейчас? В принципе, мало. Россия уехала, праздники закончились. То есть реально заказал эконом и какой-нибудь Лисян или Бэха приедет? У меня сейчас я хочу купить машину себе. Я хожу. Вот, интересно, сколько у вас бюджет, если не секрет? Ну, вообще надо 12. $1000. Да. Вы все время в УЕ говорите, да, в долларах, в долларах? Поэтому россияне привыкли туда. А вы тут все только в долларах, да? Все в долларах. А что можно купить за 12? Ну, Весту новую. Новую можно купить? Так, еще какие варианты? Вот, смотрите, Да. трешечка вот слева стоит, универсал. А она не пойдет никуда. В смысле не пойдет? А, вы все-таки в машину такси, чтобы использовать? Не, а если себе, вот просто себе на каждый день, то... У меня было BMW и я разочаровался. Вспомню, вздрогну. Как у нас Игорек говорит. Удачно купил, наверное, просто. Лучше я возьму новое, без шумки, чем... Все-таки новая. Ну, Лада, она как-то уже роднее, туда-сюда. Хотя бы ремонт недорогой, если что. А сейчас как-то в такси вообще нормально платят? Ну, 1000 надо зарабатывать. Долларов. Это Ну, 100 000 рублей в рублях, да. Да. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Счастливо. Да ладно, вот это наш дом? 6200 рублей? В самом центре? Штраф. Уведомление о нарушении порядка оплаты транспортных средств. Блин, смотри, вон тоже штраф. Накатали штрафов людям. Смотри, все под штрафами стоят. Вон еще один штраф, и вон там еще штраф. Как-то люди предпочитают не платить, что ли, за парковку? А вон еще один штраф, смотри. Гаражи, чувак, у меня был такой гараж. Ты даже смотри, двери. Смотри, как двери покосились. Видишь разницу? Это же сам как такой прям советский. По-моему, там есть какой-то более центральный подъезд. Что-то мы с какого-то получерного входа заходим. Советская классика. Ну, что-то как-то, я думал, тут поприличнее будет. Ну, типа, проспект Независимости, прям самый центр. Дом-то клевый. А это что такое? Это вообще это рабочая дверь? Это еще одна дверь. Подожди, а лестница, дверь, это как? Вот раз лестница, и вот еще одна лестница. А вот еще одна, смотри, дверь. О, нифига, чего мы тут не зашли? Ладно. Лифт приличный. Могилевский. Слушай, дальше начинается самое интересное. Ключ лежит под ковриком. Холодильник. Было время, я жил в общежитии. И у нас вот тоже холодильник в коридоре стоял, ну потому что в комнате не помещалось. 25-й год. Xiaomi умные замки. Ключ лежит под ковриком перед общими дверьми правее. Вот. Вот это интерфейс. Большая инструкция, я продолжаю ее читать, где до середины дошел. Для открытия шлагбаумов в квартире лежит маленький телефон. У него в контактах 2 номера. Арка шлагбаум и шлагбаум двор. Вот это уровень. Что так шумит-то? Ну, вот уже можно руки помыть. Подожди, а это тогда зачем? А может там? Столько включателей. Кухня есть, вот, в отеле. Зашли, кровать, тумбочка, стол, все. А тут вон место, завались. Духовочка, плита, микроволновка, новая вытяжка, все есть. Все аккуратно, красиво. Спальня.
Да, вот этой стены, мне кажется, не было. Что-то тут очень много места, смотри, зал какой. В прошлых, так сказать, постояльцев сушится белье. Ну, да, есть такое, да. Балкон есть. Если у вас есть какие-то вредные привычки, скажем так, вот, можно выйти. А вот это не меняли, да, это прям с тех времен. Ретро-вайп. Ретро-вайп. Тут, слушай, пока дойдешь до выключателя, уже 3 кольца на Apple Watch закроешь. О, дальше идем. Еще одна спальня. То есть у нас двое там, и, наверное, ну, не трое, двое на диване. 6 человек могут довольно комфортно спать. И 2 ванных комнаты. Ну, вот это, конечно... Так надо подумать, стоит ли такому висеть. Заблюрим. Тут белья еще человек на 50, наверное. Гладилка есть, прям как в лучших отелях. Люстра вот запасная даже валяется. Утюг, вентилятор. Но, ты знаешь, что заметил? Кондея нет. Во. Джакузи, ёшкин батон. Ну, это не джакузи, ванная, тут нет этих форсунок. Но вот стиралка тоже какая-то. Что-то тут у нее... Мне кажется, что-то не хватает вот здесь. Ну, она, конечно, старая, но зато стиралка. Зато как BMW. Зато можно постирать. Как BMW, да, это ты хорошо. Да. Даже шторка чистая. Обычно вот низ поднимаешь шторки, он такой желтый. Смотри, тут чистенько. Молодцы. 6200. Офигеть. Итак, дальше. Продуктовый магазин. Приехали в Минск. Надо холодильник чем-то заполнить. Ключ прячем под коврик. И поехали дальше. Сделаем наш подъезд чистым. О! Это же Honor Pad V9, новейший планшет 25 года, который также рабочий ноутбук, домашний кинотеатр и даже портативная колонка. Громко, да. Я же тебе говорю, портативная колонка. Тут 8 динамиков и пространственный звук. Теперь домашний кинотеатр, IPS-экран 2.8К, 144 Гц. Игры тоже тянет. Также у Honor Pad V9 есть AI-инструменты для продуктивности, тонкий и устойчивый к изгибу корпус, неплохо, емкий аккумулятор и скидки. И приятные подарки первым покупателям. Новый Honor Pad V9 однозначно рекомендуем. Продолжаем. Погоди-ка, тут же этот... Макдак здесь. Причем так интересно, в России сделали вкусный точка, здесь сделали Макбай, в Казахстане сделали IM. Как-то даже как-то сказать, ты где? Я в IM? IM, точно. Во, программа полного рабочего дня. 1900 умножить на 3, ну на 30 умножим. Это вот зарплата в месяц. Гамбургер 3,50. Вкусная точка вот столько, в Казахстане вот столько. Пойдем в iStore. Тот самый туалет, все еще здесь. Мы тут 5 лет назад были. 80 копеек стоит в туалет сходить. Та-дам! 1 рубль стоит. 30 рублей туалет. iStore. 16 iPhone 4099 рублей на 128 гигов. Здравствуйте. Здравствуйте, а вас тут снимать можно? Что вы хотите? А ходим, цены смотрим, сравниваем. Снимайте. Спасибо большое. А гарантия у вас в каком виде сейчас? Давайте 12 месяцев от нашего магазина. Ага, у вас свой сервис вот там вот, да? Подождите, у вас грили стали продаваться? Грили Аену 503 Я рубля. в целом очень хорошо делают все в своих. Вы управляющий магазином? А можно вам еще пару вопросов накинуть? конечно. Сколько вам лет, если не секрет? 24. И вы в 24 управляющий магазина? 23. Ничего себе. В универе учились? У меня заочное образование турагентов станционных. О чем я уже много лет говорю, что сейчас универ это такая сущность. Универ важен в двух случаях. Да. Первое – это топ-скиллы, знакомство, общение, умение находить, умение где-то подстроиться. И второй вариант – это когда ты созрел до универа, дошел до того, что вот я чего-то научился, и мне теперь нужна вышка, потому что там чему-то что-то научил. Но универ вот этот стандартный, что ты закончил 11 классов. Лишь бы диплом и был. учись. Вот. Это бред, это трата 5 лет, потом 10 лет отработки, и вот тебе уже под 40, а у тебя ты не знаешь, кем хочешь быть до сих пор. Зато диплом есть какой-то. Зато, да, есть диплом. Но есть еще медицина и строительство. Там вот, наверное, лучше в диплом, да. Медицину в целом не допускать людей. Вот. Никаких, кроме супердипломированных специалистов. Строительство в целом тоже. То есть сейчас можно стать начальником
даже не учась в универе. Главное это опыт, коммуникабельность и какие-то скиллы, которые... Вот это круто. Можно в руку пожать? Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Идем на красный. Ну, сказали переходить дорогу. Что там происходит? Гимн играет какой-то. Мне кажется, дорогу перекрыли. Что это происходит? Смотри, предлагает в лотерее поучаствовать. О, во-во-во, поехали, поехали. Нифига себе мерин какой. Это мы удачно зашли. Ова-на! Как думаешь, кто проехал? Смотри, мужичок открывает шкатулочку. И это победа! Нифига, чувак угадал ключ. Из 20 там с чем-то ключей с первого раза выбрал ключ и угадал. До новых встреч! Ура! А вы прям по-настоящему выиграли? А вы с Минска? Да. А что тут делали вот в это время? Я много раз уже сюда ходил. Чтобы поучаствовать? У меня была цель сходить и выиграть. И вот я получил. Удачи! Ну, в смысле, уже вам повезло. Счастливо, да. Блин, ну Кент, я, говорит, сюда много раз хожу. И он уже ключи знает все. Перебрал, выбрал нужный, пошел, открыл. Вот что называется стратегия и тактика. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Так это метро. В Минске открыли новую ветку метро. И там поезда Минск-2024, которые ТМХ, Трансмаш Холдинг сделали. Они не слишком шумные. Тут есть вот такое вот табло, USB-зарядки. Ну и вот так, в принципе, вагон выглядит. Ну, в Минское метро мы заходили, смотрели. Оно чистое, опрятное и, что самое приятное, очень недорогое. Ого, смотри. 120 тысяч рублей зарплата на троллейбусе, но 120 тысяч на троллейбусе в Минске, это, мне кажется, очень неплохо. Погоди-ка. Сникерхед. Здрасте. Извините, а что у вас вот самое ходовое и вот что вам нравится, такое популярное? Я, допустим, люблю классические нюансы. Что-то из данжа. Откуда они? Оригинал, кстати. Европа. 649 рублей. Ну да, по ценнику это вот оригинал. Ну, наши официальные поставки. То есть какая-то у вас там гарантия, не гарантия, да, даже есть? Гарантия, все у нас есть. Круто. У вас прям классный магазинчик. Смотри, какие классные. Спасибо вам большое. Классный у вас магазинчик. Удачи, счастливо, спасибо. Ну это что-то тут на богатых, да. Один из самых таких люксовых торговых центров. Погоди-ка, Страдивари же тоже ушел куда-то там. Не ушел. Джинсы сколько стоят? 50 белорусских рублей. 1500 за джинсы, это хорошо. А вот лайм есть. Пальто женское. На вид 1200. 600 рублей. 20 косарей почти. 239 рублей. Ну сейчас все дорого стало. Смотри, пальто 149. Свитер 44, джинсы 80. О, вообще дешево. Honor Samsung Xiaomi A3 364 269 рублей. Это самое дешевое, что тут есть. Извините, а iPhone у вас есть? Вот за вас. О, такие прям закрыто все, спрятано подальше, поглубже. Ничего нельзя, да. iPhone 16 трогать ничего нельзя. А 16 что у вас нет айфона? А где? Так, 3800 по стоимости 16 iPhone будет на 128. А гарантия? Год гарантии базовая на заводской брак дефектов от производителя вам в любом случае предоставляется. А ремонт, если что, где? Есть расширенная гарантия от пятого элемента защита, плюс там у вас по сути первый год страхуется от любой механики. Телефон сами Так. разбили, убили, повредили, то неважно, с этим всем приходите, обращайтесь к нам. Стоп, если я уронил телефон в пятницу вечером, к вам пришел в субботу Первый год и... любая ситуация расценивается как гарантийный случай, неважно, хоть это утопленник, хоть это разбитый вдребезги телефон, согнутый пополам, распиленный циркулятор. А сколько это стоит, гарантия? Слушайте, ну, обычно это примерно где-то 1/9 от стоимости телефона. Например, на 13-й iPhone Да. что-то в районе рублей 310 будет по стоимости. Ну, это вообще крутая история. Ну, при условии, что ремонт X3 обходится, то да. И из прикольного тоже есть такой момент, что страхуется от кражи и утери, вдруг ситуация случилась. Телефон у вас вытащили, потеряли,
и так далее. Пишется заявление в милицию, если в течение 2-3 недель не находит, вам Белгострах всю сумму возмещает полностью. Нет, я год проходил, потом с гопниками в переходе договорился, они у меня типа его это самое, я пришел, написал, и они его, естественно, не нашли. Я прихожу к вам, вы что, мне заплатите? Просто в чем суть? Да. Не мы платим, а именно Белгострах. Так. У вас телефон напрямую. В чем у них интерес, да, если я вот постоянно буду... В чем интерес? iPhone зачастую находится, потому что это iPhone, который зачастую очень легко отслеживается, как минимум там по условному email и так далее. Если уже ситуация такова, что его действительно не находят и так далее, беспроблемно это все возмещается Белгострахом в плане всей суммы, вы приходите на телефон, понимаете. Ладно, спасибо за информацию. Вот кнопочные даже продаются. 179, смотри. 140, 95 рублей есть телефончик. Philips. Откуда тут New Balance магазин? Он же закрылся. И Puma тут есть. Что-то я вот не понимаю всех этих схем странных. Здрасте. Извините, а это официальный магазин? А у вас есть 990-е? 1218 рублей. 574-е. 681 рубль. Это прям оригинал. Нифига себе. А вот со скидочкой еще что-то есть. 492 рубля. Это уже лучше. 454 рубля. Так это что, то есть в Минске можно купить оригинальные New Balance? Прям реально оригинальные, стопудово? А вот вы нашли все-таки, что в Беларуси можно взять. Минус первый этаж. Продукты. Гиппо. Вот тут есть тот самый Гиппо. Ну что, готовы? Где помидоры-то? Азербайджанские помидоры 15 рублей. А вот смотри, огурец белорусский 6,49. Вот молодцы. Вот теплица работает. Погоди-ка. Томат туркменский есть 9,27. А тут я думаю, что-то вот Белавия летает в Туркменистан, стала регулярно летать. 9,27 томатики туркменские стоят. 300 рубликов картоха. Лучшая в мире цена рубль. Рубль 3 копейки. Весь день бы стоял и смотрел на нее. А вот смотри, люксовая есть картошка, бабино лето, белорусская бульба. 2,73. 0,5 стоит рубль 35, а 1,5 литра рубль 69. Здесь продается просто нереально вкусный кефир. Почему-то красиво называется с укропом. Кефир с укропом? Вместе или отдельно? Яркий вкус свежего зеленого лука, легкий аромат чеснока. Молоко пастеризован 2 рубля. Это самый дешевый, что тут есть. 60 рубликов молоко. Огурец с укропом, он просто топовый. Кефир, огурец с укропом, а потом не это самое не прижмет тебя. На, твой огурец. Пойдем. Мы когда ехали вчера по Минску вечером, я видел палатку с овощами на пешеходном переходе. Мы еще на рынок заедем обязательно. Сначала палатку, потом тачки, а потом поедем на рынок. Я вызвал бизнес-класс. Знаешь, сколько поездка стоит? 7 рублей. Недорого. Здрасте. Извините, у вас вот наклейки на машине, а в бизнес же обычно машины не обклеенные. Ну, у нас с 1 ноября обязались всех и даже бизнес обклеить. А зачем? Ну, смысл в том, что такси должно быть такси в понятии. Кто хочет работать специально, тот весь обклеенный, с шашками, и таксометр, и регистратор. А, у вас эта штука стоит? Ищем картошку дешевую. Не знаете, где вот там вот в палатке у них дешево? Или лучше в нормальный магазин пойти? Вот соседи какой-то вот есть. Наверное, а вы сходите в соседей, возьмите прямо. Спасибо большое. Спасибо. Так, внимание! Адепты, я знаю, где дешевле. Вот был супермаркет, и дальше в комментариях пошло, ну еще бы, надо ехать туда-то. Вот мы приехали куда-то. Зато тут есть, смотри, квашеная капуста 5,90 и сельдь по 18. Добрый день. Нам только спросить, сколько картошка стоит? 2 рубля. А вот мы по рублю видели в супермаркете, она хуже, лучше, не знаете? Не знаю, вы же видели, я не видела. А еще, а помидоры-то у вас 7,90, это самое дешевое? Не 7,90. А вот 7,90. 11,90. А вот 8,50. Это чьи? Турецкие. Турецкие? Есть белорусские, сливка 8,50. По 8,50 у вас белорусские помидоры?
Отлично. Все, спасибо большое за информацию. Что-то я не понял, подожди, как-то странно. Вот тут 2 рубля картошка, там рубль. Но за 8,50 есть белорусские помидоры. Что-то меня феномен помидор никак не отпускает. Прогуляемся до каршеринга, тут рядом. Пойдем. Так, внезапно столовая. Тут народу нифига себе. Очередь здоровенная. Суп картофельный рубль, рассольник 2,29. Котлета 4 рубля стоит. Извини, можно вопросик? Сколько стоит вот пообедать в столовой? Я взяла салат, котлету, пюре 9 и компот 9 рублей. Спасибо большое. У меня для вас сюрприз. Минский каршеринг продолжает удивлять. Пойдем. Та-дам! Это в минском каршеринге такое есть. Так. Клево. Ну, чуть не жмякнуло меня, ты видел? Прям на тоненького. Ладно, садись. Чувствуешь? Не попахивает, как будто в ней кто-то спал. Это Тесла, чувак. Тесла! Это кто-то сломал. Едем смотреть низкие цены, ну как мы надеемся, на автомобиле Geely. Какое оно корыто вообще! Как тут ехать, а? Почему так люди встают, паркуются? Ну почему мы должны тут щемиться? 3 метра им лень пройти, чтобы... 8 минут. 8 минут. И где-то он там, смотрю, за МКАДом куда-то ехать-то 8 минут. Больше нельзя разгоняться. Тянет? Ну что-то не X-Performance. Как-то прям не вжимает. Ну Зикр вот пободрее едет, знаешь. Тачки с пробегом стоят 58 тысяч. Kia Rio X-Line 40 тысяч пробега 2020 года. Mazda 45 тысяч. Ну тут я бы подумал дважды 32 тысячи. Машина дешевле миллиона. Мы нашли ее. Машина дешевле миллиона. 16 год, 140 тысяч пробега. Механика, ну, салон вроде ничего такой. Но машина дешевле миллиона. Есть такое. Кодиак неплохо. 85 тысяч. Примерно российские цены на самом деле. То есть в России за плюс-минус можно такое же найти. А Лада 32 тысячи. Во! Пола или Лада? Но Лада пробег 51 тысяча и год 18-го. Это X-Ray. Приподнятый еще немножко. И коробка механика. Если на деревню брать, я бы X-Ray, наверное, взял. Давай-ка Prado посмотрим. Есть за 192 тысячи белорусских рублей. 18 год, пробег 98 600. 2.8 дизель. Давай новые машины посмотрим. Раньше это все было Toyota. А сейчас вот BLG, Geely, ну, в принципе, одно и то же. Добрый. Вы представляете компанию какую-то? Нет, мы ничего не представляем. Мы ходим, цены смотрим. Наш шеф по безопасности не очень воспринимает. Ну, хорошо, тогда мы пойдем отсюда. Да, если можно, да? Да-да, спасибо большое. Спасибо. Пойдем к Geely сходим. О, как тут красиво. Вкусно пахнет. Geely Coolray, внимание, 79 800. 2 394. А в Москве она стоит 2 460. Ну что, то же самое. Один в один, та же самая цена. Это Geely, что ли? Крутая точка. Atlas стоит 109 800. Я просто думаю, что вот сейчас, если бы Kia и какая-нибудь Toyota была на рынке, она бы тоже стоила на 1 400 000, да? Ну что, вы готовы? Самое интересное. Комаровский рынок. Знаешь, что это скрипит? Флаги. Флажки на ветру. Блин, ну и звук аж прям в ухо дает. Есть еще Валерьяново. Заведение, что надо. Я там бывал не раз. Там все очень красиво. Но... Ну вот про Валерьяново нам бы как раз написали. Ну поперлись на Валерьяново. Конечно, там дорого. А вот Комаровский рынок — это прям наш вариант. Поехали. Мне кажется, у нас лучшая тачка, чтобы ехать на рынок, купить дешевле картошки. Норм, все, приехали. 108 рублей 50 копеечек мы накатали. 3 с лишним тысячи. Ну сколько мы ездили? Часа полтора? Не, ну для Tesla Model X Performance это ок. Я мечтал об этой машине.
И до сих пор, кстати, ну, конечно, не с такими порогами. И ремонта, наверное, миллиончика на 2,5 точно влетит. Пойдем на рынок. Та-дам! Комаровский рынок. Тут должно быть недорого. Спасибо. Сколько тут народу? В 2 часа четверга тушенка, сервелат, сало, помидоры, баку. 17. А что, те же цены. Сливка, вот, томат. 8,90. Как в магазине примерно. 18? Так это дороже, чем в магазине получается, Узбекистан. Ну, может, они, конечно, крутые, узбекские все-таки. Подожди, смотри, огурчик 8,50. Такой же стоил 7,90 в магазине. Белорусский, такой же точно. Вот один в один огурец. Лимон 9,90, мандарин 7,90, апельсин 6,90, молоко 2,20. Те же цены, вообще один в один. Извините, а картошка есть на рынке? Во, как красиво! Вот это круто! Очень красиво! Ого! Тут какая-то отдельная сущность. 3 рубля, рубль 12, тоже рубль 12, рубль 12, 3, 4 рубля морковь. Что-то я не понял эту тему. Тут же картошка дороже, чем в магазе. В магазе вроде нормально как. Дороже, потому что... нифига там сколько еще. О, тут рынок. Вот это всем рынком рынок. Дождь пошел, что ли? Ну, знаешь, вот я подумал, я бы, наверное, переплатил 12 копеек, но я бы сэкономил 12 копеек, потому что там была картошка по рублю. Но мы не знаем, что там за картошка. Мне почему-то не кажется, что белорусская картошка в центре города, в магазине вот с брендом будет прям какая-то... В соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Извините, а можно вам вопросик задать? А вот прям один. Мы ходим, цены сравниваем. Мы только что были в магазине Гиппа, или как там его? Там картошка по рублю, а тут по рубль 12,3. Да. Вот вы молодая, красивая девушка. И вы покупаете все равно на рынке. Почему? Потому что мне рядом с домом. Ну, так... идти буквально 2-3 минуты. Ну, а соседи всякие там и другие магазины, они же тоже есть. Ну, что-то дешевле, что-то дороже. Тут смотреть надо. Но тут имеет смысл пытаться сэкономить, пытаться найти дешевле? Здесь не то чтобы даже дешевле, здесь качественнее. Чем в магазине? Я ходила в соседи, вы говорите, Санта, я ходила. Гиппа и Грин, да. Гнилая морковка, гнилой лук, он мелкий, вот такой вот. Ага. Здесь ты выбираешь все качественно, посмотрел, пощупал. И я поэтому пошла на рынок, потому что в магазине просто нету выбора на самом деле. Ну, вам тут как комфортно вот прям по рынку ходить? Сейчас 2025 год, люди там через смартфон все, а вы как бы вот на рынок пошли. Все равно? Это вайб. Вот это хорошее. Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня. Ребятки, вот вайб – это слово, которое характеризует всю Беларусь. Сюда приезжаешь и прям, вот вайб. Смотрите, даже в дождь чувствуешь себя тут как-то хорошо. В самом центре города. Натуральные продукты, фермерские, домашние хозяйства. И вот, пожалуйста, через дорогу Гиппа, а там Samsung, New Balance магазин и все остальное. Так что, ребятки, приезжайте в Беларусь. Ждем ваши комментарии. Есть о чем подумать. Увидимся. Пока.